I'm Patrick Lancaster in the Kubashevsky region of Donetsk. And just less than an hour ago, the owners tell us about 40 minutes ago, there was an attack here on this civilian village or civilian neighborhood of Donetsk. We can see here, this is a BM-27 Uragan rocket that held cluster ammunition. Many ammunitions lined the inside of this, and this was shot by Ukrainian forces with the intent to break off over this area and drop the cluster ammunitions on this area. We've talked to the owner here and his wife, and they say that this is only a civilian area and it was Ukraine that fired this. Now we're going to show you what the interview was like, what the owners and the people that live here have to say about it. So please like this video, share it across all social media, and remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. And yesterday was one of the heaviest days of attacks here in Donetsk. That's why we're back here, because we need to get out some information to the world in English what's happening here. So we're going to move on to other locations that have been hit. There's reports of a 13-year-old boy that's been injured. The whole city is like Swiss cheese right now with the different shells that are coming out over the last weeks and even just 40 minutes ago, as you see. So we're going to have a closer look here and then move on. Вот там тоже трубу вырвало. Это твоя дома? Да, это мой дом. Ага. И когда ставил? Короче, второй день его жить невозможно. Обстрелы страшные. Со стороны ВСУ, естественно. Вот. Желаю им того же желаю им. Чтобы они это тоже пережили. Вон лежит град, ураган во дворе. Попал в газовую трубу. Вот. Ну, возгорания не произошло. Можно покажи? Ну, пожалуйста, посмотрите. Вот она лежит, болванка. Это ураган, да? Это ураган. Ага. Как вы знаете это ураган? Ну, военные люди служили когда-то. А, да? Ураган, да, это точно ураган. Ага. Тут ошибки И тут есть военный объект? Нет здесь военных объектов. Это жилой поселок. Просто люди живут. Нет здесь никаких объектов. Вообще никаких. И как вы подумали, какой сторона это? Вот оттуда обстрелы идут, Пески, Авдеевка. Вот. Вчера с Песок так лупили, тут над головой все свистело, летело, блин. Это вроде кассетная, да, или нет? Это кассетная, да. Это уже, он отстрелял кассеты, это уже что осталось от него. Ага. И на Пески все это украинские слова? Украинские, да. И если нету военный объект здесь, почему украинские стреляют здесь, как вы подумал? Почему стреляют? Да. Ну, я не знаю, это у них надо спросить, почему они сюда стреляют. Почему не стреляют по военным, а стреляют по мирным поселкам, по городу, по центру города, почему не стреляют? Это у них нужно спросить. Вчера вы тоже, наверное, снимали, там весь центр города обстреляли. Как зовут? Я Виктор. И где мы находимся сейчас? Находимся, это Куйбышевский район. Куйбышевский район. И адреса? Адрес не буду говорить, потому что сейчас опять влупят. А не по адресам, в курсе. Мы слышали сегодня тоже 13 лет ребенок ранен. Вы знаете это где? Нет, я не знаю, это мне позвонили, я примчался, быстренько она вот уже прилетела, здесь лежала. Сколько дома тут? Сколько мирных людей здесь живет примерно? Ой, да мне надо Сколько кассетно? Ну, как бы не знаю, поселок, я не знаю, ну пару тысяч живет, наверное, я думаю. Пару тысяч человек. Нет, сколько кассетных? Здесь? Да, да. How many Сколько homes разрывов damaged? здесь? Сколько домов повреждено, не знаете, да? Нет, я не знаю. Я никуда не ходил, я вот только, я знаю, вот это мой дом. Вот там вот на следующей улице горел дом, как бы, ну, я не видел, ну, горел. Была
соседнем Приезжала доме пока. еще осколок. И вон у Светки Писаревской тоже еще где-то. Приезжала, тушили, МЧС приезжали, тушили дом. So это был 40 минут назад, да? Да, 40 минут, ну, может быть, час. Они как раз подъехали на машине. Какого мальчика? Ну вот Кожемякина дружит с этой 13 бабушкой. лет, 13 лет, да? Вы были там уже, да? Не, мы слышим, Около ДК. Надо рассказать здесь. Саш, слушай, как ехать там? На следующей улице, по следующей улице едете? We just got some information that the young man was injured just a couple streets over as a result of this cassette as well. So we're going to go try to find that location. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут прилетела, ранила парня сегодня, не знаете, где это Это- было? Это где-то или там, вот, туда дальше, на той улице. Вот. Прилетело вот здесь тоже рядом. На упало. улице Забойщиков, да, Да. вот здесь. Вот. Ну, где-то вот здесь, на той улице, на Эстонской, кажется, следующей. Да, мы там уже были, здесь был прилет, мы знаем, и ранило, Здесь ранило? да, не знаете, да? Нет, ну, я не слышал. А сам прилет мы где можем найти где-то там, да? А вы видели там? Я... Нет, не видели. Ага, это, да? Да. Вот гаражи, вон A lot of shrapnel. пострадала. Oh, it's still warm. Она открыта была, ворота. It's hot. Feel. So это был как вот 40 минут назад, как это, да? Я даже не знаю. Ага, понял. И Да, so, час или полтора часа назад. да, один Один был вот здесь. один раненый, да? Там еще на поселке, на Пятигорской, говорит, дом горел. А, Тоже горел. там попала вода. Ага. Один на лице там мы вижу орган, который был с кассетно. Ну, да, So, может. вроде это да, или И это там, мина? и там такой же кассета есть. Там Ага. тоже, И это, как вы думали, это кассетная или мина? не знаю даже. Ага. Может сказать, откуда это? Тоже не могу сказать. Ага. Ну, Тоже вот не могу здесь. сказать. Ну, скорее всего, оттуда, наверное, стреляли. Ага. И что там? А там у нас Пески. Пески, да? Пески, да, Пески. Ага. И это украинский, да? Да. So, Пески украинские. so принцип могу логик не сказал, это украинский стреляет или как? Да, украинская. Пески украинские, не наши. Ага. И на Европе и США они каждый раз сказали, это не украинский стреляет на мирные люди. Они сказали, это Россия стреляет на мирные все время. Россия совсем в другой стороне. Ага. Это ж Понял, понял. И тут много прилета или только сегодня? О, тут прилеты Сегодня были, много, и- я страдал, вон тоже, вон И у там меня и забор поселки, весь в решето. Как тоже обстреливали. И окна, и крыша тоже я страдал, вот тоже было. Вот Ага, три, это в прошлом это году. когда было? В прошлом году, да? В прошлом году, Вот да. тут вот три сразу мины прилетело, вот его дом тоже. Ага. И может военный объект здесь? Здесь ничего нет. Школа, ДК и Ага. поселок. Ну, Тут so это- как вас думал, почему Церковь почему украинский стреляет здесь? Ну кто их, как их понять? Ну, Ну, кто что-нибудь его Донецк знает? лупят, там город, жилые эти дома, что-нибудь, вот кто их знает. Можно сказать именно, где мы находимся сейчас? Поселок Горняк. Поселок Горняк называется. Ага. Это город Донецк? Куйбышевский Да, район. Ку- да. Куйбышевский район, да. город Донецк. Ага, понял. Как зовут? Кого? Вы? Николай. Николай и вы? Леонид. Я Патрик. Очень приятно, спасибо. М. After speaking to the locals here in both sites, which are just a matter of, maybe less than 100 meters apart, at first it seemed like this was a cluster from the Oregon cluster rocket that we found over there. But what's seeming like is happening, because the timelines are about almost a half an hour off, and looking at this shrapnel a second time, it's seeming like this it might actually have been not necessarily part of the cluster ammunition, but a separate mortar attack around the same time on this civilian village. So it's really hard to understand exactly what happened. There's many parts here, but it doesn't, what I'm seeing here is I don't see any wings or anything like that that would be indicative of cluster ammunition. So this seems like this could have been a mortar hit here, and then just around the corner was the Oregon cluster bomb.
So it's hard to say exactly, but if you have any idea of how this might have played out, comment below, because we're showing you the facts, so you can have an idea of what's really happening here. Мы журналисты. Мы слышали сегодня прилет был, Ребенок был ранен, да? Повторите. Был ранен ребенок здесь сегодня у вас. Да. Как это произошло? Когда это было, можете сказать? Это было в 12 часов. Он вышел, папа приехал, папа приехал сам с больницы. И он вышел помочь, чтобы, папа с больницы, я выйду, помогу папе. И выбежал вон, гаража, ворота открыл. Папа заезжает, машину ударяет, сын, не сын, а внук, он мой внук, падает здесь. Ему попало в ногу и вот ухо задело. И как он, все будет хорошо или тяжело пока сказать? Ну, я не знаю, приехала скорая, крови очень много вышло, рана глубокая. Рана очень глубокая. 12 лет пацану. 12, не 13, 12, да? 12, да. Вот в марте месяце было 12. Ага, понял. А вы кто? Можно спросить у вас? Я американец, корреспондент. Я жил в Донецке уже 8 лет. Поняла. Просто... Мне очень приятно. Мне неприятно, что ваши поставляют оружие нам. Но то, что и мои там друзья много в Америке живут, работает тоже в больнице, и она работает в больнице, а он в метро в Нью-Йорке. Короче говоря, я за хороших людей, американцев. Ну вот, что поставляете оружие, вы видите, что делается. 8 лет мы уже страдаем. 8 лет. От украинских, да? Да, мы вот такое вот, 8 лет страдаем. Те поставляют оружие, они вокруг нас все это, окружили нас оружиями этими и бахают. Все время бахают, все время. А сейчас вот когда начали, когда нас признали Донецкой народной, и Россия пошла сюда войной, вот такое вот вообще еще хуже стало. Ну, как вы думаете, почему украинские стреляют на мирные люди? Почему это? Понятия не имею, почему это случилось, почему украинское, что, как он... Зачем ведутся обстрелы этого поселка? Да, и Донецка, в общем, мирных людей. Почему ведется огонь? Вот я не знаю. Мы не военные, у нас нет военных никого. Никто не воюет нигде, никто ничего не делает. У меня там в Черкасах, это под Киевом, 180 километров, родня там живет. То есть я сама оттуда, Украины, с центральной Украины. А жизнь забросила сюда. Еще давно, в 55-м году, и так осталось. Так здесь родился мой сын, родился внуки мои, родились здесь. Вот так случилось. Ну, тогда же была жизнь другая, время другое. Никакая разница, что там была Украина, что здесь была Украина. Не было разницы в этом. А теперь вот воюют, вы видите, не знаю. Ну, я не знаю. Скажите, вот это видео будет переведено на английский язык. Вы можете обратиться к лидерам западных стран. Что бы вы могли сказать, может, какое-то ваше сообщение от вас передать? Будьте друзьями, не воюйте. Как, давайте жить дружно. Вот так вот у нас есть такой мультик, котик так все время говорил. Ребята, давайте жить дружно. Вот и я скажу, ребята, давайте жить дружно. И сколько-то жизни, жизнь-то мала, жизнь-то всего ничего дана нам свыше.
А мы вот так вот воюем друг с другом. За что? Зачем? Зачем? Я не против дружбы с народом. Мне все равно, кто вы. Американец, англичанин. Мне все равно. Будьте человеком добрым, нормальным. Вот самое главное. Спасибо большое. Мы надеемся, все будет хорошо. Да, я тоже на это очень надеюсь. Но мне очень, я все время сейчас плакала и Богу молилась, что внука жалко. Он же внук, ему 12 лет, она бегала, здесь папу встречала с удовольствием, его взяла, ранила. Вы видели там это яма? Видели? Да, сколок, да. Ну вот. И трубу газовую, я не знаю, никто не приезжал, я не видела никого. Разбили трубу газовую, машину, сын заезжал, машину разбили. Это тоже осколки вот тут вот рядом. Видно там дырки. Тут 18 дырок. Можно пройти? Да. I don't know. Это вы поняли, что я сказала? We see this area where the family brought him inside when he was injured. A lot of blood here. We can see the trail actually came from where he was injured to going in there. And we see the blood just across here. We again pray the best for him. And blood stream goes all the way over to in front of the car here where he was laying. А внук где был? А внук вот здесь вот стоял, где вы стоите. Закрывать хотел гараж. Whoa. And we can see some of the child's blood here. And see, we didn't expect to speak to her. We didn't think anybody was home. We had the neighbors show us the hole, as you saw. But we, just show you these reports as we get them. So again, just like, share, subscribe, help show the world what's really happening here. And the world needs to understand that there are two sides of the front line, that there are people suffering. And we are here in Donetsk and the surrounding areas to show you and give you a choice to see something from this side, to make an educated decision to yourself. Watch reports from both sides of the line to try to understand fully what's going on. Don't just listen to the mainstream media narrative that they feed you. Try to understand some real facts. Make your opinions based on facts, not what is fed to you like sheep. So we're going to close this up and move on to the next story, as I said. So we're off.